Харе Кришна, добро пожаловать на наш кулинарный канал, где мы вместе с вами готовим лучшие блюда индийской кухни. Сегодня у нас долгожданное видео о том, как сделать дома масло из йогурта. Зачем делать масло из йогурта? Почему нельзя сделать масло из сливок? Дело в том, что самый лучший способ изготовления сливочного масла, самый здоровый, это изготовление его из йогурта. Это так называемое cultured butter, или масло, которое содержит в себе культуру, да, йогуртовую культуру. Оно лучше переваривается, оно более легкое, более полезное. И это то самое масло, которое называется макан. Для тех вайшнавов, которые смотрят, они наверняка вспомнят это слово макан в имени Кришны Макан Чор, то есть тот, кто ворует масло. Именно такое масло воровал Кришна. Это самое лучшее масло, и именно его делают в духовном мире. Я не скажу, что у меня такой большой опыт приготовления масла из йогурта, но я покажу, как я сделала его. Получилось у меня с первого раза. Очень легкий способ. Есть разные способы, как изготовить масло из йогурта. Есть, когда берут йогурт цельный, из цельного молока, да, делают йогурт и потом разбавляют его водой и взбивают. Чаще всего взбивают мутовками вручную. И утром до рассвета. Только тогда масло получается из йогурта. Но масло, тот способ, который я вам покажу, он также делается из йогурта, но он легче. Чем он легче? Потому что мы берем не весь йогурт, а собираем верхнюю его часть, как бы йогуртовые сливки. Собираем самую жирную часть, не цельное молоко, потому что здесь в Индии снимают сливки или разбавляют водой, то есть нет гарантии, что это цельное молоко. И вообще молоко индийских коров, оно менее жирное. И если взять очень жирное молоко, то выхода из йогурта будет больше. Вам понадобится несколько дней, потому что сливок собирается немного, и взбивать их смысла нет. И просто вы делаете йогурт, и каждый раз, когда вы делаете йогурт, как я покажу определенным способом, нужно потом собирать эти сливки, и через неделю, когда они у вас скопятся, можно уже взбивать. И из этого масла, когда мы делаем ги, это как раз самое полезное ги, которое описано в аюрведических трактатах. И такое ги в Индии существует, но оно очень редко, и стоит оно порядка в 3 раза дороже, чем обычное ги перетопленное из масла, сделанного из сливок. То есть вот такой вот очень элитный, можно сказать, продукт. Если вы захотите сделать, то я вам сейчас покажу, как это сделать дома. Итак, для начала нужно взять молоко прокипяченное и остывшее до 40 градусов и заквасить йогурт с помощью закваски. Как делать йогурт, если вы не знаете, можно узнать из нашего видео «Йогурт». И мы заквашиваем так, чтобы верхняя вот эта вот пенка со сливками не перемешалась, аккуратненько размешивая закваску, оставляя пенку сверху. Таким образом, сделанный йогурт позволяет собрать сверху самую жирную его часть. Собираем аккуратненько, не бойтесь, если вы соберете слишком много. И, кстати, у вас может быть толще этот слой, у меня совсем немного получается таких йогуртовых сливок. Я их собираю отдельно, это у меня скопилось где-то с 3 раз. То есть я 3 раза по пол-литра заквашивала йогурт, и это то количество сливок, которое у меня получилось. Я складываю их в более высокую посуду, в которой мне удобно будет взбивать миксером. Добавляю холодную воду, по объему примерно в 2 раза больше, чем сливок. И начинаю взбивать. Сначала сливки смешиваются с водой, потом они начинают образовывать такую пушистую пену. И на этом этапе, конечно, мне было сложно понять, что у меня получится. Кстати, взбивать нужно на самой маленькой скорости. И на каком-то этапе стала образовываться более густая пена, и было похоже на взбитые сливки. И помня о том, что если перевзбить сливки, то получится масло, я продолжила взбивать. И вот масло начало отделяться. Пока еще нет такого эффекта, что масло отдельно, а сыворотка отдельно. Но пройдет еще несколько минут, и масло окончательно отделится. В процессе я еще добавила холодной воды, но не знаю, повлияло ли это на окончательный эффект. И вот, наконец, масло отделилось. Оно у меня не крупными комочками получилось, а такими мелкими крупинками. Но здесь отчетливо видно, что отдельно сыворотка или пахта, а отдельно комочки масла. Далее нужно масло опустить в холодную воду
Оно там промоется от лишней пахты и всплывет на поверхность. Мы его потом процедим. Далее я выстилаю сито марли в несколько слоев и процеживаю пахту от излишних комочков масла. И вот она, наша пахта прекрасная, нет ничего вкуснее, и это самый полезный напиток. Его можно пить после обеда, очень полезно запивать им обед, и можно добавить черной или белой соли и порошок кумина. Это очень вкусно и очень полезно, особенно вкусно в жару, очень освежает. Пахту так и называют на английском buttermilk, то есть молоко из масла. Итак, масло, которое у нас плавало в воде, мы процеживаем. И посмотрите, какое оно получилось замечательное, очень мягкое и воздушное. Также оно, конечно же, очень вкусное, и кто-то, если боится кислинки, то она там совсем незаметная присутствует. Очень даже замечательный оттенок. Я просто завернула этот комочек масла в марлю, и он у меня сформировался. Вот такие у нас получились продукты. Пахта и масло. Макан. Вот такой вот кусочек масла у меня получился. Он очень вкусный. Можно его смешать с сахаром, как если кто-то был во Вриндаване, то в многих храмах предлагают божествам такое масло, смешанное с сахаром. И такое, кстати, вот масло с сахаром в ранние утренние предрассветные часы чуть-чуть, если съесть, это очень сильно успокаивает вату. Очень хорошо заниматься потом медитацией, сосредотачиваться. Очень полезно именно в это время. И также это масло можно использовать для того, чтобы перетопить его в ги, если хотите. Это будет очень целебное такое ги. Или просто использовать его как обычное масло. А мы увидимся с вами в новых видео. Харе Кришна!